Мы не любим ответственности, правильно? Если ты сейчас расскажешь про меня, я расскажу про тебя. Я в окошко смотрел, как Леша лежит. Когда поезд уже двигается. Все, поехали. Химми. А? То есть мой хлопок тебя не устроил, подожди. Она хлопнула, ждала, пока ты хлопнешь. Давай, решающий хлопок. Охренеть. В смысле, решающий мой будет? Первый вопрос. Кто главнее в организации? Это выясняли. Я даже так сделаю. Мы не любим ответственности, правильно? Смотря за что, главнее, вот так вот давайте Когда сделаем. выиграем, Да. когда Если зарплата не что-то, платят. если что-то мрачное, то это явно он, да. Если что-то хорошее, Когда можно нужно к этому девайсы обращаться. купить, там типа билеты купить, зарплаты, призовые. Если мы с купом приехали. Кто играл лучше в 2009-м? 9-й. Надо вспомнить. Нет, 9-й, подожди. Это... Да, вот тут вопрос. Леша лучше меня играл в определенные года, но просто это вряд ли было в 2009-м. В 8-м Давай я. так, кто в ЦГ выиграл в 9-м, я или ты? Да я знаю, я 3 года подряд выиграл. Нет, в 9-м походу он. Ну, кстати, мы в пингах, наверное, играли. не? 9-й это был уже, знаешь что? Это был уже, Пинг, наверное. скорее всего, пинг. Ну да, скорее всего, где-то. В 8-м, 7-м еще, да, он получше играл. Кто лучше разбирается в КСе? Нет, я точно. Проверю. А почему? Ты думаешь, тебе способны А он играет. Я больше. играю в него больше. Он играет просто, Леша да. просто смотрит, а я играю. Это немножко разные уровни понимания. То есть я понимаю, что он понимает, но он понимает то, что я не понимаю. Не, ну еще капитан на самом деле, это тоже очень большую роль играет. То есть если брать каких-то молодых игроков, то они много понимают микро, а макро не очень могут не понимать. Но с ним шансы. Кирилл, ты слушаешь точку зрения Лёши по поводу каких-то тактик? Да, Или конечно. это сразу? Конечно, я слушаю. Я возможно, возможно, это типа не воспринимаю, не использую. ну, Но типа, у меня выбора не нет, я слушать. слушаю. Не слушать он не может, Да, да. приезжаешь с Приходит. чемпионата, мы идем, садимся, и я слушаю. Не, я частенько к нему прислушаюсь, на самом деле. Потому что этого и не знаю. У кого меньше выходных? По-любому, блин. Что ты, у тебя каждый день выходной, сидишь у себя в Quake играешь, в Приватбанке сидишь и все. Я считаю, что вообще игра в КС это выходной. То есть у кого меньше? А, меньше или больше? То есть ты больше работаешь? Да. Ладно, ладно. Да ты все время отдыхаешь, 8 часов в день с КС. С кем случалась самая смешная история, связанная с киберспортом? Просто он сейчас что-то вам Если ты сейчас рассказывает. что-то расскажешь про меня, я расскажу про тебя. Поэтому лучше надо прям одну историю и тут я не- засадим ее на сиденье. Какую-то одну общую. Ну, вот можно, как мы поехали на буткемп, недельный буткемп в Москву с одними носками, или мы носки не брали? Ну, это не зашкварная история. Нужно что-то сдать туда же. Ну давай про мага 95 уровня рассказывай. Мага 95. О, давайте. Давай. Но- А это общая история. Ладно, была Да. история. У нас чемпионат был в Днепропетровске. Первый пингами, да, мы были? Да, первый чемпионат в команде Пинг. И у нас чемпионат в Днепропетровске. И так вышло, что у кого-то, короче, причем нескольких людей день рождения в день выезда из Киева. И у Лёши тоже у кого-то там был праздник. Да. И это отдельно два события. То есть я типа выпивал с друзьями, там Лёша выпивал отдельно с друзьями. Так получилось, что мы приехали на поезд, молодые, уже подвыпившие. И со мной резко вот просто из квартиры, где мы висели, поехали еще два друга в Днепропетровск, которые туда вообще не собирались. Мы продолжили пить пиво там, причем много. И там случилось, мы в тамбуре стоим, уже пьяные, что-то там пьем пиво, и заходит проводница такая, говорит:
что вы тут делаете вообще, типа, хватит, уже ночь на дворе, 3 часа ночи, я говорю, а я этого не помню, это рассказали. Я ей отвечаю, что я маг 95 уровня, и мне похер. И что она уходит, и мы там начинаем петь, а самое классное, что в самом начале, от того, как мы выезжали в Днепропетровск, я в окошко смотрел, как Леша бежит. Когда поезд уже двигается. Поезд двигается уже быстро, а Леша за ним бежит. Короче, в этот момент моя часть истории, также где-то вечером, там вот это праздновали мы что-то. В итоге, ну, у меня есть билет на определенное время на поезд, я выезжаю туда, и вроде как бы все окей. Но, короче, я опаздываю в момент, когда я выхожу уже на перрон, поезд уже начинает двигаться. И этот вот, он смотрит просто в окно мне, и все. Значит, я пропустил этот поезд, пошел покупать, соответственно, новый билет, потому что утром уже чемпионат. Покупаю новый билет, ну, думаю, нужно ждать прошлый билет, да. И я вообще пьяный, конечно, хлам, точно так же, как он, где-то маг какого-то, там тоже 90 уровня. Ну, соответственно, подхожу, сдаю этот билет, стою еще где-то полчасика, а отправление там через час. И я такой уже тут смотрю на этот билет, типа, когда точно это отправление уже, потому что забыл. И смотрю, что мой поезд уже уехал. И я не понимаю, как такое может быть. Я же купил только билет, и вроде как через час. Прошло полчаса, а он уже уехал. И тут я понимаю, что я купил билет новый, пошел его сдал назад и остался с тем же старым билетом. Пришлось пойти еще раз покупать билет, но мы успели на чемпионат, я не помню, как мы сыграли. Плохо. Да, наверное. Сыграли, проиграли. По-моему, он тупо дрожал вот так вот, ну, вот как алкоголик, вот так вот. Я первое место по фрагам, у меня даже есть эта игра сохраненная. Первое место по фрагам магом 95 уровня. И мы проигрываем в первом туре на нюке. Диме Дэмиджу, нет? Не помню. Но я там без шансов убивал. Я еще потом после игры говорю, пацаны, ну я-то как убивал, вы что не... Не, это была молодость, это были ошибки молодости, это было 10 лет назад. У кого лучше чутье на молодых и талантливых игроков? Он думает, что у него, да? Знаешь, у Леши просто бывает такое, он, короче, такой сидит и мне периодически пишет, или там, слушай, а ты этого видел? А этого видел? И так человек 50 называет, из них 5. Потом 5 выстреливают, да. выстрелит, и он такой, помнишь, я тебе говорил, а ты не слушал. Я Вернякова прав. Это как вот можно угадывать, там 10 игроков, рано или поздно кого-то угадает. Прошу эту схему. Потом так же мне, давай. Берем количество, а не качество. Да-да-да. Кто больше любит Hellraisers? Ну тут принимается одинаково. Тут можно не объяснять, правильно? Да. Я как папа, он как мама. Hello guys, subscribe to our channel and give us some likes.